Всем привет! Сегодня пампятся несколько валют. Это BEL и ERN. Это за день и за час ERN вырос на 25%. Вчера я рассказывал про памп SFP. Видео записывал примерно, когда цена была в районе 1.38. Здесь я показывал локально, где у нее зона поддержки и сопротивления. Здесь, когда мы пришли в зону сопротивления, здесь у нас, как вы видите, была проторговка, и цена пошла после пробития этого уровня выше. Ну и вы видите, что сейчас цена на коррекции. Я также говорил про дальнейшую коррекцию. Сейчас уже скорректировалась на 25% и показал линию поддержки, то есть зону поддержки этой валюты. Если цена пробивает эту зону, то мы идем дальше. Вот делал мини-прогноз такой, до того, как цена сейчас упала до зоны поддержки. Цена торговалась в районе 2.65. Я сделал небольшой прогноз. Сейчас вам покажу это формирование этой линии, зоны. Ну и я показал, что можем еще упасть на 11%. Это 14.07. То есть куда мы и сейчас и пришли. Поэтому мой прогноз отыграл на, считаю, 100%. Я в это время был в шорте, заработал то, что я и хотел заработать. Вот. Ну, у меня для вас один месседж на сегодня. Если вы сейчас в минусе, то, конечно, это печально, но вам нужно задуматься о том, что обучение для вас должно стоять в первую очередь. Также смотрите наши видео, мы стараемся показывать вам наши мысли про то, куда идет биткоин. Чертим для вас, выставляем информацию в телеграм-канале, на YouTube-канале. Проблема у многих в том, что вы ставите большие плечи, это первая проблема, и не можете после усредниться. Если вдруг вы зашли здесь, то когда цена будет, допустим, сейчас разворачиваться вверх, если она развернется, а есть такая вероятность, то есть мы протестируем эту зону и пойдем вверх. На какой-то из уровней, скорее всего на этот, отсюда мы пойдем вниз. Если повезет, конечно. Так вот, усреднившись вот в этой зоне, хотя бы наполовину, вы оказались бы здесь. То есть посередине. Тем самым вышли бы без убыток или с какими-то минимальными потерями. Ну а так, некоторых уже ликвиднуло, некоторые сидят до сих пор в минусе. Также вчера проводил для вас видео прогноз. Я говорил, что вот этот коридор нисходящий, для того, чтобы СТПТ пошло вверх, нам нужно пробить этот уровень. Ну, как видите, у нас идет продолжение снижения цены на 21%. Если умно подходить к трейдингу, то 21% минус — это был бы ваш плюс в шорт. Итак, криптовалюта, которая сейчас на сегодня пампится, ERN, его максимум на дне мы видим $25. То есть 3 июля, допустим, возьмем эту зону, 342%. Если точнее взять, 366%. Далее мы увидим коррекцию на 64%. И рост, первый рост после коррекции 52%, снижение цены на 26% и следующий виток цены 73%. Здесь мы видим первую коррекцию в районе 0.618, 0.786, этот район.
Мы успешно пробили одну зону сопротивления этой крипты, и есть еще один уровень, примерно он находится здесь, где как раз цена коснулась зоны $17, и ей важно, чтобы пойти дальше, зафиксироваться вот здесь. Мы дошли до 1.618, и по сути у нас, конечно же, есть вариант роста на 2.618, то есть это 19.600. Если посмотреть коррекцию на 15 минутах, мы как раз вот дошли до максимума 15 минут. То есть здесь у нас уже объемы тут большие, здесь уже меньше, и могут быть как раз вот продажи, красные линии продажные. То есть, если мы не пробиваем вот эту зону вот таким образом и не фиксируемся здесь, то тогда у нас может быть коррекция. Вот примерно при очень хорошем продолжении тренда мы можем дойти вот до вот этой зоны. Если будет продажа сильнее, вот где-то до этой. То есть ожидаю где-то движение вот такое раз, или отскок, или два, и отскок. То есть отсюда где-то минус 12%. Это у нас как раз вот 12% и есть. Примерно. Коррекция 11-12%. Ну а другой вариант, если у нас покупки, все-таки вот тут не будут появляться красные зоны продаж, то есть объем будут больше зеленых, да, то мы сможем зафиксироваться в этой зоне, какую-то проторговку иметь, как в случае СФП, и дальнейший рост. Но я все-таки склонен к тому, что какая-то коррекция будет. Мы это зафиксируем как один из вариантов развития ситуации. И завтра посмотрим, какой запас у нас вообще роста. Может быть до 19.46, следующий уровень 23, ну и следующий уровень 25 и выше. Но для того, чтобы опять-таки пойти на эти уровни, нам нужно здесь зафиксироваться 16, там, 90, 18, да, вот в этом зоне, и пойти на следующие уровни. Ставьте стопы, не рискуйте, большие плечи не выставляйте, и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, также подписывайтесь в телеграм-канал. Также пампят криптовалюту Dask, ее пропампили вот за сегодня на 42%, и скорректировалась она на данный момент, возьмем на 8%, или же на примерно там 10%, да. Потенциал роста у нее тоже есть. Главное пробить и зафиксироваться в этой зоне. То есть для нее локально есть важно зафиксироваться, выйти из этой зоны и пойти выше. Следующий уровень у нас находится здесь, сопротивление, и следующий уровень здесь. То есть после пробития которого у нас есть шанс вырасти еще выше. Также торгуйте осторожно с такими монетами, которые пампятся, потому что волатильность у них большая, вы где-то тут проспали стоп-лосс и попали на минус 10%. Или же заработали уже 4%, то есть не жадничайте. Смотрите по уровням, чертите графики и ставьте стоп-лоссы. Потому что вот его волатильность, как вы видите, тут появился интерес валюты, зашли много людей и начали пампить. Уровни я вам показал. Да, следующий уровень после этого 1.60, 1.618 это 0.27. Есть куда расти этой валюте, то есть может вырасти первое 12, второе 44, третье еще 116%. Хочу еще один момент показать, вот это влияние биткоина, то есть появился график биткоина, и посмотрите, что у нас происходит. То есть когда график по биткоину, то есть биткоин падает, то и он тянет за собой эти все валюты, альткоины. Когда биткоин начинает расти, то заходит, понятно, что позитивный рост, заходят многие в рынок. То есть биткоин сейчас растет, и валюта тоже, как вы видите,
растет. Поэтому тоже анализируйте и график по биткоину обязательно. Также сегодня пропампили криптовалюту Bell на 118%. Ну, сегодня, вчера, то есть оно на протяжении, наверное, с 12 октября пампилось на 118%, и наконец-то мы видим какую-то коррекцию. Коррекцию на минус 17%. То есть докуда коррекция может быть? Она может быть на следующие уровни. Это 0.38 и 0.5. То есть если сильные будут вообще продажи, то тогда она может дойти на 0.68. То есть от этих уровней мы их отметим. Может быть отскок и дальнейший рост. Это примерно, да? Это все примерно. Потому что плюс-минус, конечно же, все может быть. Так. Что-то у нас виллы сломались. Да. Здесь будет некое сопротивление этой валюты. Это если глобально посмотреть на нее. Это будет ее сопротивление. По этой валюте я думаю, что все-таки вот я бы выделил вот эту зону, за которую я думаю, что она не упадет и сделает движение в эту зону, какую-то проторговку и дальнейший рост. Но опять-таки, ваш опыт, это должен быть ваш опыт, и ваша торговля, ответственность за ваши деньги, только на вас. Пока так. Еще отмечу вот эту зону, когда она сюда будет идти, здесь важно ее пробить. Если нет, то может быть двойная вершина. Что касается биткоина, мы говорили в прошлом видео, показывали канал, и вы можете ее посмотреть несколько видео назад. Ну, осталось вам пожелать профита, ставьте стопы, не рискуйте большим депозитом, не рискуйте большими плечами, не ставьте большие плечи, изучайте, учитесь, подписывайтесь на канал на YouTube и Telegram. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока.